Доброго, хорошего всем дня! Я рада приветствовать всех зрителей своего канала «Вяжем крючком». Ну а для тех, кто интересуется вязанием спицами, приглашаю посетить мой параллельный канал, где мы с вами вяжем спицами. И ссылочку на этот канал вы найдете в описании под этим же видео. Сегодня на этом канале мы с вами проведем мастер-класс по вязанию очень красивой шали. И назовем мы эту шаль по мотивам ее узора «Хрустальная роза». Этим мастер-классом не забывайте, что мы пополняем наш плейлист, в котором находятся все шали, шарфы, палантины, бактусы, снуды, те, которые уже есть мастер-классы на канале. И ссылочку на этот плейлист смотрите сейчас же вверху экрана. Переходите и выбирайте себе понравившееся. Приступайте к мастер-классу. Приготовьте подарок себе и своим знакомым. Хочу быть с вами откровенной. Ту шаль, которую вы видите на экране, работа эта огромная. Но когда я закончила эту работу и увидела полностью уже в готовом изделии, я ни капельки не пожалела. Это того стоит. Выглядит шаль очень богато, очень красиво. Правда, не советую вам таким узором вязать бактусы, потому что бактус должен быть более мягким. Эта же шаль получается объемная. Эту шаль я связала из вот такой вот ангоровой пряжи. Это ангора Gold турецкого производства Симли. Что такое Симли? Это добавление люрекса. Для этой шали мне эта пряжа понравилась. В 100 граммах 500 метров. Можно связать, конечно, такую же шаль, тоже из ангоры, но без люрекса. Это тоже качество ангора Gold и в 100 граммах 550 метров. Вот я показала для примера еще цвет. Это я подготовила для будущей шали. Конечно, можно подбирать еще и ряд других пряж. Я думаю, что тот, кто сядет за эту работу, посмотрит в интернете, из какой пряжи приблизительно вот такого вот метража можно связать еще шаль. И исполнила я эту шаль крючком японского производства фирмы Tulip номером 1,7. 1,7 – это размер головки этого крючка в миллиметрах. Размер моей красавицы получился немаленький. Ширина шали от угла до угла 235 сантиметров. Ее высота 106. Количество раппортов, которые я набрала на эту ширину, 42. Что такое раппорт, мы сейчас будем с вами разбираться в процессе вязания. Или тот, кто просмотрел мастер-класс по вязанию самого узора, то, конечно, уже знает, сколько арочек в одном раппорте. Ну что ж, кто просмотрел мое предисловие, у кого есть терпение и желание, то за работу. Для мини-повторения нашей шали я беру эту же пряжу и тот же крючок таким же номером. Мои руки уже к этой пряже адаптировались. Если кто-то захочет покупать для этой работы ангору с люрексом, то обращайте внимание на скрутку пряжи. Если будет скрутка плохая, будет очень тяжело вязать. Будет цепляться люрекс. Мне же попалась средняя скрутка, терпимо. Бывает, конечно, и получше. Кто уже просматривал мастер-класс по вязанию узора «Хрустальная роза», тот хорошо уже запомнил, что раппорт узора состоит из 4 арочек. И мы вяжем первую петельку, которая не считается, затягиваем узелок и провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Делаем 3 накида на крючок, возвращаемся в первую петельку и провязываем столбик с 3 накидами. Это первая арочка раппорта. Вторая. 1, 2, 3 воздушные петли, 1 накид на крючок, возвращаемся в петлю соединения между арочками и провязываем столбик с 1 накидом.
И теперь вяжем большую снова арочку. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Накида на крючок. Возвращаемся в петлю соединения. Провязываем столбик с 3 накидами. И еще одна арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Накида на крючок. Вернулись в петлю соединения, провязали столбик 3 накидами. И мы с вами подготовили арочки на один раппорт. Вот таких вот раппортов на свою шаль я набрала 42. Можно, конечно, набирать меньше и сделать ее меньше размером. Это уже как вам будет угодно. Но для нашей мини-шали я наберу еще 4 раппорта. Всего у нас будет их 5. Я набрала первый наборочный ряд. Это первый раппорт. Вот второй раппорт. Третий. Четвертый. И пятый раппорт. И шестой мы добираем неполный раппорт, так как шаль у нас все-таки вяжется поворотными рядами. Мы снова вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 3 накида на крючок. Из петли соединения провязываем столбик с 3 накидами. Теперь маленькая арочка. 1, 2, 3. 1 накид на крючок. Из петли соединения провязываем столбик с накидом. И еще одна большая. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 накида на крючок. И провязываем из петли соединения столбик с 3 накидами. И вот этот вот неполный раппорт это для симметрии узора. И посчитаем это наборочный вот этот вот ряд за первый ряд узора. А теперь вяжем второй ряд узора. Переходим крючком под большую арочку и вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь крючком заходим в маленькую арочку и провязываем соединительный столбик. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем 4 накида на крючок. И из арочки вот этой вот маленькой, это основание нашего цветка, провязываем столбик с 4 накидами. Соединили вместе эти две цепочки. У нас получается одна короче, вторая длиннее. Теперь под цепочку, которая длиннее, провязываем столбик без накида. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Возвращаемся в этот столбик без накида. Подхватываем 2 дужки и провязываем соединительный столбик. У нас замкнулось пико. И теперь под вот эту вот верхнюю дужку мы вяжем еще 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Связали. Заходим крючком в основание. Делаем соединительный столбик. И вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первую же петельку на цепочке от крючка мы входим в колосок в серединку, вытягиваем длинную петлю, подтягиваем ее. И теперь мы из-под цепочки, не попадая в цепочку, провязываем вот такие вот удлиненные столбики без накида, вытягивая петлю. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 и 8. Я уменьшила количество вот этих вот длинных петель, так как это ангоровая пряжа, она пышная. И если их делать под эту цепочку больше, то получается очень забито. Теперь мы крючком заходим в основание, подхватываем ниточку и вытягиваем петельку. И эту петельку мы протягиваем через все наши удлиненные петли и закрепляем соединительным столбиком, и у нас получился первый лепесток уже нашего цветка. Теперь снова вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Опять в первую петельку от крючка входим, вытягиваем длинную петлю и из-под цепочки набираем еще 8 таких же столбиков без накида удлиненных. Теперь снова крючком мы заходим вот за вот эту вот перемычку. Перемычка в предыдущем лепестке, вытягиваем петельку и эту петельку протягиваем через все наши связанные петли, закрепляем лепесток и еще раз 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Снова повторяем такой же лепесток. Теперь за перемычку второго лепестка заходим, вытягиваем петельку и эту петельку протягиваем через все петли, закрепляем лепесток. Мы связали уже 3 лепестка нашего цветочка и мы возвращаемся крючком в основание наше. Это та вот маленькая наборочная арочка. Входим крючком и вяжем соединительный столбик. И далее у нас следующая большая арочка. Мы вяжем под эту арочку 6 столбиков без накида. Ну вот мы с вами связали арочки, те, которые для симметрии узора. А сейчас у нас будет начинаться полный раппорт. В полном раппорте у нас 2 большие арочки. Мы вяжем под каждую по 6 столбиков без накида. Под вторую тоже 6 столбиков без накида. И переходим к маленькой арочке. Снова вывязываем цветок. Сначала вяжем из нее соединительный столбик. Теперь вяжем 3 воздушные петли, 4 накида на крючок и из арочки вяжем столбик с 4 накидами. Теперь под этот столбик заходим, провязываем столбик без накида, вяжем 3 воздушные петли, возвращаемся, захватывая 2 дужки, провязываем соединительный столбик и теперь под вот эту вот большую дужку мы вяжем 7 столбиков без накида.
Связали листочек, закрепляем его в основании соединительным столбиком и теперь вяжем лепестки самого цветочка. Вяжем опять 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первая цепочка, попадаем в цепочку, вытягиваем петельку и теперь из-под цепочки 8 длинных столбиков без накида. Заходим теперь крючком в основание, вытягиваем петлю и эту петлю протягиваем через все связанные петельки. Закрепляем лепесток. Вяжем снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Мы повторяем опять лепесток. Первая у нас вытяжка идет из цепочки и еще 8 из-под цепочки. Зашли за перемычку первого лепесточка, вытянули ниточку и протащили ее через все петли, закрепили лепесток. И еще один лепесточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Первую петельку попали в колосок, вытянули петельку и еще 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь заходим крючком за перемычку второго лепестка, вытягиваем петельку и протягиваем через все петельки на крючке. Закрепили лепесток. Связали 3 лепесточка нашего цветка. Теперь крючком входим в основание и делаем соединительный столбик. И у нас в раппорте еще одна большая арочка. Вот она. Мы под нее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И мы с вами связали полный раппорт. Вот это есть полный раппорт. Теперь до конца ряда мы повторяем вот такие вот полные раппорты. Повторяем это самостоятельно. Ну вот, я связала краевой раппорт для симметрии, там, где у нас только 3 арочки. И еще сделала 5 повторений. Вот, 1, 2, 3, 4 и 5-е последнее повторение узора. И мы дошли до конца нашего ряда, связали 6 столбиков без накида под арочку. И теперь 7-й мы делаем соединительный столбик в последнюю петельку. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Для того, чтобы начать вязать второй ряд, нам нужно перейти на центр вот этой вот арочки. Пропуская первую петельку, заходим во вторую и делаем вот такие вот протяжные полустолбики. 1, 2, 3 и 4. И мы перешли на центр нашей первой арочки и сели наш первый уголок.
Теперь вяжем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Цветочек мы пропускаем вместе с листочком и на следующей обвязанной арочке посерединке провязываем столбик без накида. И снова цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Снова у нас арочка обвязанная, посерединке провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и посреди арочки мы вяжем столбик без накида. Теперь снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас впереди цветочек. Мы его пропускаем. Заводим цепочку перед цветочком. И над арочкой обвязанной провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Над следующей арочкой провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Над следующей арочкой провязываем столбик без накида. У нас снова цветочек. Вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Цветочек мы огибаем, пропускаем. Цепочка перед цветочком. И над арочкой вяжем столбик без накида. И продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5. Над арочкой провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И над следующей арочкой мы снова провязываем столбик без накида. Снова 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Цветочек пропускаем. Цепочка перед цветочком. Над арочкой вяжем столбик без накида. И снова 1, 2, 3, 4, 5. Теперь столбик без накида над арочкой. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида над арочкой. Снова у нас цветочек в следующем раппорте. 1, 2, 3, 4, 5. Цепочку заводим перед цветком. Вот следующая арочка обвязанная. Над ней вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Над следующей арочкой вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Над следующей арочкой снова вяжем столбик без накида. И у нас последний цветок. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Пропускаем цветок. Вот наша арочка. Это листочек. И провязываем посередине столбик без накида. Мы завершили уже третий ряд. Теперь мы крючком возвращаемся в эту же петлю и делаем соединительный столбик. Разворачиваем вязание. И сейчас мы вяжем заключительный четвертый ряд раппорта. Под вот эту следующую арочку мы провязываем 4 столбика без накида. Провязали. И теперь у нас вяжутся снова арочки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И под следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующая арочка, та, которая у нас под цветком, мы под нее тоже вяжем столбик без накида. И так
мы провязываем до конца ряда арочки по 5 воздушных петель и под каждой цепочкой провязываем столбик без накида. И вот мы подходим уже к концу ряда, вяжем последнюю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. И заходим в последнюю необвязанную арочку, провязываем столбик без накида и считаем это за первый столбик без накида. И далее под эту же цепочку вяжем еще второй столбик без накида, третий и четвертый. Теперь мы заходим в первую петельку следующей арочки, делаем соединительный столбик, разворачиваем вязание, и мы начинаем вязать первый ряд следующего раппорта, где мы снова будем вязать цепочки, но еще подготавливать арочки основания под наши цветочки. Нам для этого снова нужно перейти по вот этой вот цепочке и дойти вот аж до этой арочки. Мы первую петельку пропускаем, со второй начиная, делаем протяжные полустолбики. 1, 2, 3 и 4. Связали. И теперь под вот эту арочку следующую мы вяжем еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. И мы с вами зашли вот уже в эту арочку до ее центра, до половины. И отсюда у нас начнется вязаться следующий раппорт. И смотрите, как мы с вами оформили уголок. И у нас пропадает в каждом следующем раппорте один цветок. Отсюда мы вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида. И наш следующий раппорт будет располагаться в шахматном порядке. Как раз это именно вот эта арочка. И мы вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И заходим в эту же арочку, провязываем столбик без накида. И именно вот это вот маленькое колечко у нас будет в следующем ряду основание для цветка. И теперь снова вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую арочку столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. И в следующую арочку столбик без накида. Получается, мы сделали 3 арочки по 5 петель после того, как сделали основание. Между основаниями цветков всегда будет по 3 арочки. И снова вяжем арочку основания. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Возвращаемся в эту же арочку, провязываем столбик без накида. И теперь у нас снова будет 3 арочки по 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик без накида. Снова от основания вот этого 1, 2, 3 арочки. И теперь у нас снова вяжется основание под цветочек. 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Зашли в эту же арочку, связали столбик без накида. Так продолжаем вязать до конца ряда. И мы заканчиваем ряд. От основания мы снова связали 3 арочки. Вяжем основание следующее.
И у нас идет цепочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Мы заходим в последнюю арочку, провязываем столбик без накида и считаем его за раз. Теперь второй столбик без накида, третий столбик без накида и четвертый столбик без накида. В следующую петлю заходим, делаем соединительный столбик, разворачиваемся и заходим на следующий ряд. Это будет второй ряд раппорта. Одну петлю пропускаем в следующую, делаем протяжные вот такие вот соединительные столбики. 1, 2, 3 и 4. И теперь мы начинаем вязать следующий ряд, и у нас получается опять раппорт, вернее не полный раппорт, арочка, основание, арочка, и дальше 2 арочки, основание, арочка, 2 арочки, основание, арочка. Мы вышли на все то же самое, только количество цветочков в ряду у нас уменьшилось на 1. Теперь под эту арочку мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Переходим в основание, делаем соединительный столбик и вяжем наш сначала листочек. 1, 2, 3 воздушные петельки, 4 накида на крючок, провязываем столбик с 4 накидами, заходим под большую цепочку, провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли и, подхватывая 2 дужки, делаем соединительный столбик, замыкаем пико. И теперь под эту большую дужку вяжем еще 7 столбиков без накида. Связали, входим в основание, делаем соединительный столбик, мы закрепили листочек. А теперь вяжем цветочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Первую петельку вытянули петлю и еще 8 вытянутых петель. Связали, зашли крючком в основание, вытянули петлю и протянули через все наши петельки. Закрепили этот лепесток. Вяжем второй лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Опять первая петля у нас идет с цепочки, с колоска. 1. И остальные 8 из-под цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Захожу за перемычку предыдущего лепестка, вытягиваю петельку и протягиваю через все петли, закрепляю этот лепесток. И третий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Заканчиваем этот лепесток.
заходим за перемычку второго лепестка, вытягиваем петлю, протягиваем через все петли, закрепляем лепесток. Теперь наши эти 3 лепестка мы замыкаем в основании нашего цветочка. Вот это основание тоже соединительным столбиком. А теперь я хочу вам показать один момент. Смотрите, наша шаль вяжется сверху вниз. И, соответственно, я хотела бы, чтобы мой цветок крепился в этом месте, разворачивался вот так вот и крепился, получается, если сейчас по направлению вязания вверх, то крепился внизу, потому что наша шаль будет вот так вот выглядеть. Соответственно, мы сейчас будем крепить вот этот вот цветочек к нашей сеточке. Мы закончили с вами первый цветок нашего уже второго раппорта. Вот наша арочка основания. Под нею есть арочка предыдущего ряда. И обращайте внимание, вот мы будем сейчас входить вот сюда вот, в эту петельку. Мы подхватываем оставленную петельку, закончили наши лепестки и соединили их в основании. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Оставляем петельку. Теперь я вам только что показала арочка основания и еще одна арочка ниже. Вот в эту петельку мы заходим. Теперь разворачиваем цветок, подхватываем оставленную петлю, подтягиваем ниточку. Цветок у нас разворачивается, и за средний лепесток посередине подхватываем какие-то 2 дужки, забрасываем ниточку, вытягиваем петлю. Теперь протягиваем эту петлю через столбик, который у нас было 3 воздушных петельки, и теперь через петлю на арочку ниже. И снова вяжем 3 воздушные петли, заводим за цветок и возвращаемся все в то же основание. Вот оно под цветком. Вяжем соединительный столбик. Получается, я вытяну петельку, остановлюсь, что мы развернули цветок и его средний лепесток вот здесь вот прикрепили. Когда у нас шаль будет в эту сторону смотреть, то этот лепесток будет держаться на нашей сеточке. И дальше мы еще вяжем в этом раппорте 6 столбиков без накида под большую арочку. Вот мы сделали, в принципе, первый угол. Вот и пошел скос на угол. Это первый раппорт для симметрии, и дальше у нас уже вяжется обычный полный раппорт. 2 большие арочки, основание и еще 1 большая арочка. Итак, мы повторяем наши раппорты до конца ряда, доходим вот до последнего раппорта. Под большие арочки у нас вяжется по 6 столбиков без накида, а в основании вывязывается цветок. Сейчас я довяжу, свяжу цветок, и мы еще раз присоединим к полотну наш цветок. И вот мы снова закончили следующий цветок. Прикрепили в основании. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петельки. Оставили петельку. Опускаемся основание и еще на 1 арочку ниже заходим в эту петельку. Разворачиваем цветок, подхватываем оставленную петлю,
За средний лепесток обязательно какие-то 2 ниточки посередине захватываем, вытягиваем ниточку, протягиваем через все наши петли и вяжем снова 3 воздушные петли. Заводим эту цепочку за цветок и возвращаемся с соединительным столбиком все в то же основание. И довязываем под арочку еще 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. И вот у нас вывязан уже следующий цветок. Так мы вяжем до конца ряда цветы, присоединяя к нашей сеточке. Я уже заканчиваю наш второй раппорт. Именно ряд там, где мы вывязываем цветы. Не забывайте прикрепить к полотну наш цветок. И у нас остается в этом ряду еще одна арочка. И мы точно так же, как и в принципе в этом раппорте, эту арочку мы обвязываем 6 столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь за вот эту вот петельку мы заходим, делаем соединительный столбик, разворачиваем вязание, и нам нужно перейти на центр вот этой вот обвязанной арочки. Мы первую петельку пропускаем, заходим во вторую и делаем вот такой вот переход. 1, 2, 3 и 4. Все так, как мы делали и в первом раппорте. И теперь у нас идут арочки из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Цветок пропустили, над следующей арочкой провязали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Над следующей арочкой по центру провязали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И над следующей арочкой по центру провязали столбик без накида. Снова 1, 2, 3, 4, 5. Цветок пропускаем. Над следующей обвязанной арочкой мы вяжем столбик без накида. Итак, мы вяжем до конца ряда. И вот мы подошли к окончанию ряда. Вот у нас последний цветок. Мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Пропускаем этот цветок и посередине первой же обвязанной арочки провязываем столбик без накида. Возвращаемся еще раз в эту петельку. Провязываем протяжной соединительный столбик, разворачиваем вязание и заворачиваем листочек. У нас первая арочка следующего ряда. Мы под нее вяжем 1, 2, 3, 4 столбика без накида. И теперь мы снова вяжем арочки по 5 воздушных петель, и под каждой мы делаем столбик без накида, а под цветком у нас уже тоже есть арочка, мы тоже вяжем столбик без накида. Вяжем до конца следующего ряда. Финишируем этот ряд, вяжем последнюю арочку. 1, 2, 3, 4, 5 и под цветком арочка провязываем столбик без накида и считаем его 1. Теперь второй столбик без накида, 3 и 4. И соединяем с первой петелькой предыдущей обвязки соединительным столбиком. Разворачиваем вязание. У нас здесь есть 4 столбика без накида. Мы первый пропускаем, второй заходим. Делаем вот такие вот протяжные соединительные столбики.
И начинаем вязать первый ряд следующего раппорта с подготовкой оснований для цветков. Значит, под эту арочку мы теперь вяжем 1, 2, 3, 4 столбика без накида и вяжем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И переходим в арочку. И в этой арочке у нас как раз опять в шахматном порядке будет подготавливаться основание для цветка. 1, 2, 3 и 4 воздушные петельки. Возвращаемся в эту же арочку. Провязываем столбик без накида. Ну и вот, в принципе, я вам показала, как вывязывается этот цветок. В принципе, вы его уже знаете, как вязать, судя по просмотру хрустальной розы. Но здесь я изменила немножечко количество петель и присоединение этого цветка к полотну. И вот я вам показала скос. В каждом раппорте у нас убывает один цветок. И край у нас получается сразу же обвязанный. Вот так вот мы вяжем до конца этот уголочек до пока у нас останется вот здесь вот один цветок. Давайте мы сегодня на этом закончим. Я разделю этот мастер-класс все-таки на 2 части. Вы сначала свяжете этот угол, и я его довяжу. Он подгладится. Окончание уголка мы свяжем вместе обязательно. И тогда мы порассуждаем, не просто я вам покажу, как я связала, а порассуждаем разными вариантами, как можно сделать обвязку этой шали. Здесь можно немножечко пофантазировать и сделать прекрасные, интересные варианты. Хотя мой мне тоже понравился. Ну что ж, давайте на сегодня я все-таки закончу МК. Надеюсь, что вам был понятен скос. Присоединение цветка к полотну. Верхний, первый вот этот вот ряд, он будет присоединяться потом, в самом конце, когда мы уже будем обвязывать нашу шаль. И вот смотрите, какой у нас получается скос аккуратный, симпатичный. Если кто-то не захочет, то даже можно и не обвязывать. Вот он скос, уже сразу обкинутый. Ну, я рассказываю, а вам решать, как вязать. Я покажу все варианты. Что ж, на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не говорю до новых идей, потому что продолжение будет этой же шали.